Ну что, девочки, мальчики, девочки, преимущественно, потому что все ж уже все прекрасно понимаем, да, что у меня женская аудитория, что я на протяжении долгого времени помогаю девочкам выходить из абьюзивных отношений, ценить себя больше и лучше. Но это так, это кто меня знает. Кто меня не знает, приятно познакомиться. Вот. Ну, я думаю, что по ходу расклада вы поймете, в общем, подхожу я вам, не подхожу, захожу, не захожу, вообще мало кому захожу, я этому очень рада. Вот, потому что я вообще не стремлюсь никому понравиться, и не стараюсь миндальничать, рассказывать вам, какие вы императрицы, а они все пажики. В общем, я здесь не про то, чтобы тешить ваше самолюбие, гладить ваше эго по шерстке, но, опять же, если вы слишком загоняетесь и считаете, что с вами что-то не так, я вам с радостью докажу обратное. Даже, собственно, сила моего контента в том, что я девочкам в первую очередь самооценку поднимаю, а не опускаю. И, наверное, в том, что я абсолютно адекватно отношусь к людям, к их запросам, к их возможностям, целям там и прочему. Окей, погнали смотреть груз прошлых отношений, да, что было, что притащили, что с этим делать, как не тащить в будущее. Такой тоже, знаете, расклад на одну позицию, потому что хочется мне прогуляться по аналитике немножко, да, по аналитике, я такое люблю. Вы тоже это любите, судя по комментариям. Ну что ж, давайте приступим. Так, ну что, такие же, весна же уже скоро, да, календарная это. А у кого-то она уже, знаете, круглый год и наступила уже, потому что все мы с вами живем в разных точках земного шарика нашего прекрасного, да, у кого-то вечное лето, а у кого-то видно сезонность. И вот, соответственно, к весне мы с вами все расцветаем, и энергии больше, любви, собственно, хочется, и не зря мы тут и попы, и ноги качали в спортзале, и коротких юбок, и прочего. Вот у меня сейчас уже запросы, да, на марафон, это по похудению, энергетически, потому что я же не фитнес-тренер. Избавляться, собственно, от груза прошлого. Так что, девчоночки мои, давайте так, перед раскладом замеряем, сколько вы в сантиметрах в талии. Ой, встаем на весы, а потом смотрим после расклада, что изменилось, потому что мы будем избавляться от груза прошлого, и вполне возможно, что вы исхуднете, потому что уберете все вот это ненужное, что вы в себе тащите мешочком-то, да? Окей, пошутили, но в каждой шутке, знаете, есть доля шутки. Так, вы вообще кто? Давайте так, вот вы после прошлых отношений, что себе представляете? Берем, да? Финальные ваши, что вы себе представляете? Вы, значит, себе и лошадь, и бык, и баба, и мужик, потому что вы король пентаклей. Вас эти отношения чему-то научили. Ну, чему научили? Рассчитывать на себя, сильно быть, деньги беречь, да? Быть, собственно, ментальным мужем себе вполне возможно, да? Потому что, видимо, ваш не справлялся с этой ролью. Вы, конечно, так не хотели, но а что, собственно, делать, если он, скорее всего, эту роль не выполнял или, ну, как-то у вас, знаете, энергии-то разошлись, потому что вот король пентаклей, десятка мечей. В мужчинах-то вы разуверились, потому что хочется-то, конечно, вот этого короля пентаклей и степенного, да, и человека, который думает про будущее, с кем можно в партнерство, да, там, и надежный, там, не знаю, отец ваших детей, ну, в общем, все, что вы возлагаете на бедных этих королей пентаклей, которые все вот считают ресурсными. И вот, соответственно, здесь у нас либо потеря ресурсов, да, была, и как следствие необходимо приобрести там свои, соответственно, может быть, вы были еще на финансовом содержании, и после выхода из отношений что-то, опять же, могли здесь потерять. Ну, здесь, наверное, больше, знаете, такая история, что не вынесла душа поэта, да, и видите, король пентаклей, королева пентаклей, десятка мечей, то, скорее всего, просто, как это сказать, ваш проект семьи, ваш проект отношений, он, как это, не жизнеспособный, в общем, да, стартап, в общем, не вырос ни в какое доходное предприятие. Вот об этом десятка мечей. И вы сейчас по десятке мечей, скорее всего, просто должны быть заново отстраивать вот это все разрушенное между вами, да, понимание мужчины, понимание женщины, что я хочу от семьи и прочее. Ну, если вы семью, конечно, хотите. Но мы сейчас с вами разберем по фактам, что хотите, потому что это ваше состояние. Будем ли мы смотреть состояние этого вашего чемодана без ручки, пингвина, перца, тюбика и прочее? Давайте посмотрим просто вот одной картой. А он вообще каким вышел из отношений с вами?
А он, знаете, в состоянии иллюзий. Нет, мы можем, конечно, смотреть на человека, который злоупотребляет алкоголем, но, собственно, смотрите, у вас был задел на что-то серьезное, а он, как знаешь, вот по семерке кубков, как витал в облаках, так, собственно, и продолжает витать. Семерка кубков, колесница, короче, он в своем каком-то вечном вымышленном мире. Вот, а вы переживаете по большей части, что какой-то конкретики не случилось, да? Давайте, что негативного притащили из этих отношений, да, на себе? Что негативного притащили? Посмотри, потому что вы в отношениях были мужем и женой, да, и ну все, и такое ощущение, что вы все на себе тащили, а человек просто для красоты был, да, у вас? Как карманный мопс? Ладно, а негативное что взяли? Звезда, девятка мечей. А ой, слушай, а ощущение жертвенности, знаешь, из серии вот это все на мне, да? И ощущение жертвенности это очень противно липкие карты в сочетании. Вот именно ну, звезда и девятка мечей, потому что здесь какая-то жертвенность на заклание. Вы вот, видимо, решили, что, ну как это сказать, вот все вокруг будут аплодировать вам, в какой жертве глубокой вы пребывали, понимаете, с этим человеком. Как много вы делали, как он сильно не оценил. Вот это об этом. Это об этом. Картина маслом, да? Жертвенность прям притащили. И относительно чего эта жертвенность? Что бы я ни пыталась, не получается, да, чтобы как бы я ни пыталась, ну все, знаете, просто уже вот Бобик сдох, потому что энергетически посмотрите, как вас не хватает. И вы во всем этом пытаетесь вот по звезде реально найти какой-то духовный смысл. Смотрите, сколько мечей, смотрите, какой мощный момент трансформации все-таки, потому что вы здесь больше духовных, наверное, уроков получили. А знаете, вот прям правда, видимо, в этих отношениях начинал рождаться дракон. Вот. Может, он родился, может, он подох, понимаете, не успев родиться. Сейчас посмотрим. Ну, вы же такое любите, да? Давайте, кармический смысл этих отношений, кармический смысл для вас. Не пытаться все контролировать, не пытаться все удержать. Вот она, четверка пентаклей. Вы очень сильно, вы знаете, загнали себя, скорее всего, в этих отношениях. Может, вы правда сейчас себя увидите, как вы тащите 2 сумки и думаете, а что ж у меня не 4 руки, так бы я 4 сумки притащила бы. Да, он такой вот любуется вами. Он любуется вами. Да, и вот смотрите, здесь, скорее всего, из загнанной лошадушки, да, вот в состоянии силы, как вот говорит одна девочка знакомая, да, войти в состояние романтика, да, войти в состояние, когда действительно ты не все тащишь на себе, зачем ты это делаешь. У вас какая-то прям подмена ролей, подмена понятий. Ты такая вся прям сильный защитник семьи, добытчик и все. А он красивый. Давай, внутренне, что в сердце вынесла из этих отношений? Внутренне. Ну, понятно, королева мечей, все больше не хочу, этих всех придурков. Королева мечей. Королева мечей, у меня, кстати, очень красивая медитация на королеву мечей, потому что она там идет по снегу, да, и видит, что она оставляет кровавые следы. Ну, там, и они в розы превращают. Ой, очень красиво, как бы все. Я сама всплакнула, потому что прям, видимо, заключила в эту медитацию всю эту силу, знаете, внутреннюю женскую. И вот тут вот как бы королева мечей, да. Дракон-то родился таки, не подох. Дракон-то родился внутренний твой. Дракона ты родила из себя. Так себе вообще. Ну, маленький дракончик, смотри, Паш Пентакли, да, только-только ты начинаешь осознавать, да, только-только, скорее всего, благодаря вот этому человеку все же начинает пробуждаться твоя внутренняя сила. Слушай, ну, значит, какие-то уроки ты точно прошла. Ой, да, однозначно, потому что тебе же нужно выходить в вот это состояние императрицы, а это очень классное и крутое состояние. Там, где тебя действительно носят на руках, да, то есть физически, если ты худенькая, ментально, если ты большая такая барышня, ну, что это? Ментально, знаешь, тоже могут носить на руках. Вот, это императрица. Ну, потому что как моментально мужчина носит на ручках, ну, это же, наверное, какие-то поступки, отношения к тебе, да, там какие-то комплименты и так далее. То есть вот ментально взял на ручки.
А как ты физически, знаешь, если ты маленькая, хрупкая? Вот это императрица. И тебе нужно к этому прийти, да, к вот этому состоянию, к этой слабости. Давай так, вот ты, значит, из этих отношений, короче, вышла как с поля боя, понимаешь, раненая такая. Может, конечно, по шестерке жезлов приползла в город, вот, на белом коне. Ну, ты не ощутила себя победительницей, потому что ты почему-то тупо решила, что это твоя миссия, понимаешь? Это твоя миссия, это мой крест. Ты решила, что это твой крест. И вот по двойке пентаклей, смотри, нужно было плюнуть и идти дальше, а ты прям держалась до последнего. Вот говорят про мужчин, которые сидят на 2 стульях, ты пыталась, понимаешь, усидеть. Вот только один стул поломанный, короче, понимаешь, а второй трон. И ты почему-то вот выбирала этот поломанный. И страдала от этого, понимаешь? У тебя гвозди в попу впиваются, ты все равно сидишь. Обивка там, не знаю, засалилась и облахматилась, а ты такая с покерфейсом сидишь на этом непонятном бутафорском троне. Хотя, знаешь, рядом там прям стоит другой совсем новенький и красивый. Короче, ты сама вот этот, понимаешь, момент выбирала, сама страдала, сама с надрывом, потому что никто как бы не просил-то вообще, вот сама что это все выбрала. Вот. Ну, видимо, для рождения вот этого дракончика, своего маленького дракончика. Вот поскольку ты вот туда не пошла, это вообще не твой путь, то есть ты выбрала действительно идти по граблям, вот поэтому было так сложно. Потому что иначе ты, вероятно, свою императрицу никак бы и не увидела. Так, ну чё, давай смотрим, что делать надо. Но перед этим, раз ты все-таки, я так понимаю, что хочешь, да, возможно, либо провести над ошибку, либо сразу в новые отношения нырнуть, что, в принципе, психологи не сильно рекомендуют, чтобы следующий твой человек не являлся подорожником от предыдущего, да. Ну, мало ли, знаешь, всякое тоже может быть. Кто-то клин клином выбивает, а потом счастлив всю жизнь, да. Как знать, как знать. Ну, короче, давай, как тебе ведь лица противоположного пола? Вот такой ты раненый солдат из отношений, да, и крест несешь, и такая во имя непонятно чего, значит, ты страдала тут, спрягалась непонятно во имя чего. Как тебя сейчас видят лица того пола, с кем ты хочешь отношений, потому что, понимаешь, мужчины и женщины могут смотреть, да, в теории там. Как тебя сейчас видят? Ну, знаешь, как настороженного ребенка. Настороженного ребенка, потому что все же паш кубков и король мечей, да, хочу чувств, эмоций, хочу вот этой романтики, но не разрешаю себе ее, да, как будто либо сама себя одергиваю, потому что очень боюсь уколоться заново, да. Но опять же, смотри, король мечей все же предполагает ощущение контроля. Потому что вот явно хочется там быть более мягкими, более доверчивыми, да. Но мы прекрасно понимаем, что мы когда мягкие и доверчивые, да, то, возможно, нашими чувствами прям пользуются. А поскольку мы не умеем как бы брать взамен, мы там не обученные или просто мы теперь, ну, претензии по отношению к миру теперь мы хотим отнимать, серии, что нам все должны, да, мы демонстрируем вот эту королеву пентаклей. Скорее всего, так всегда демонстрация, да, получается. Когда мы демонстрируем королеву пентаклей, мы зачем это делаем? Мы ею не являемся, давайте по-честному. Зачем мы это делаем? Ну, потому что нам кажется, что когда мы ее демонстрируем, мы, значит, выписываем себе пропуск счастливую жизнь, любовь, и чтобы нас там взяли на ручки замуж, и как мы хотим. Почему? Потому что мы говорим, я ценная, блин, ценная я, вот. Все, почему? Потому что тот обидел, да, тот, скорее всего, не видел ценности, как ты все тащила на себе и страдала. А тут на ручки хочется, понимаешь? На ручки хочется. Поэтому 100% тебе будут вот эти вот, знаешь, попадаться, знаешь, как откат. Вот эти все товарищи, которые будут говорить комплименты из серии какая-то сильно независимая, но я вижу, как тебе хочется на ручки. И вот первый, кто тебе скажет, вот ты к нему и запрыгнешь на ручки без всякой рефлексии, да, потому что прочитали твой внутренний запрос. Ну, слушай, как-то, если уж вот так вот карты Таро видят в пространстве, да,
то здесь есть риск на самом деле попасть как бы на тех, кто сначала на ручки возьмет, а потом побольше потребует с тебя. Потому что пока нет еще внутреннего разрешения, просто тупо на ручках посидеть у Деда Мороза, схватить подарок и пойти дальше, да, счастливой. Тебе будет казаться, что если тебя на ручки взяли, значит, ты там должна этому человеку служить, быть обязана, считать его кармическим и прочим. Нет, все сильно проще. Ты слишком много рефлексируешь по этому поводу. Вот, видишь? Хочу на ручки, но мне нельзя. Вот. Ну так и что, вот давай, есть вариант, что вот рядом с тобой сейчас кто-то может задержаться. Раз мы с тобой анализируем твои отношения. Умеренность. Король Пентаклей, да, вполне, кстати. Вполне, посмотри. Умеренность, король Пентаклей, это все-таки про какие-то традиционные отношения, да, тебе. А что тебе нужно для этого сделать? Смотри, прям готовность показывает твою. Что тебе нужно для этого сделать? Чего разрешить-то себе? Ну, про разрешить, мне кажется, я сниму отдельный расклад, потому что там нужно порефлексировать с нами. Чего разрешить-то? Да веру в чудо. Смотри, во что-то новое, да? Что действительно твои желания могут сбыться, да? Или вот правда человек хороший может попасться. Смотри, паж жезлов, страшный суд. Ну, как бы уже нужно что-то новое, да, уже нужно что-то новое, да, возможно, это, не знаю, новые какие-то впечатления, эмоции, да, новая какая-то энергия, новая там какая-то влюбленность, новая какая-то весна, понимаешь? Может, путешествие по карте мир, да, мир императрица. Знаешь, как не должно быть страшно показать свои разные грани, потому что, ну, собственно, смотри, большой ребенок с закрытым сердечком, это же еще, допустим, про таланты какие-то, про разные увлечения твои, понимаешь, про разноплановость. А ты, скорее всего, немножко пока заложник одного образа, что я вечная жертва, да, и у меня большое количество проблем. У меня большое количество проблем, а как мужчина на это реагирует, когда вот видит это все? Семерка пентаклей, четверка кубков. Да на самом деле они, скорее всего, сами себя помещают в лист ожиданий, да? Семерка пентаклей, четверка кубков. Из серии, что ну вот, зачем ты всех там, допустим, меришь под одну гребенку, если ты не видишь меня настоящую, надеваешь образы тех мужчин, которые тебя когда-то обидели, ну я ж тебе свечку не держал. Ну логично, да? Семерка пентаклей, как бы четверка кубков. Он ждет, чтобы ты уже перестала грустить, да, и как бы поняла, что что-то позитивное. Здесь на самом деле про то, что если правда у тебя будет больше позитива, с тобой легче будет общаться. Это не про то, что ты там плохая, хорошая, просто вот потому, что тебе говорят, ну попробуй что-нибудь такое хорошее, позитивное впустить в свою жизнь. Ну нет, смотри, у тебя карта пятерка жезлов и карта деда. Ты всячески бухтишь, вот, видишь, сидишь, видимо, в своем там каком-то гнезде, законопаченной башне, понимаешь? И, значит, ничего нового не хочешь в свою жизнь впустить. Бухтишь, бухтишь, бухтишь. Я ж такая ценная. Это кто-то мне писал в комментариях, когда я говорила, что если вы такие Рапунцель, чё ж вы косу-то не спустите? И одна мне такая написала: Анечка, если он смекалистый, он, если да я же косу не спускаю, лестницу вообще подставит, короче, меня найдет. Но вот это, мне кажется, знаете, вот эта оголтелая целеустремленность, но мне кажется, что если мужчина видит, что где-то коса спущена, да, там в соседней башне, он туда пойдет. Ну, потому что понятно, что там человек открыт к коммуникациям. Зачем вы сами себе усложняете? Если вы можете спустить косу, так нет, он должен догадаться, что он должен лестницу приставить. Что за вот эта непонятная игра в Форт Боярд, вообще непонятно. Отнесите это к терапевту, потому что это про контрзависимость, да? Я сделаю все, чтобы он, значит, не нашел ко мне подход, а потом буду обвинять как бы его, что это он виноват, недостаточно смекалистый, да? Не всех Кощеев победил. Вот такая история. Смотрите, в принципе, даже говорят, что вы можете нормальные отношения построить, вот только просто пятерку кубков, рыцарь пентаклей, вот это ощущение просто копания в себе бесконечное вы просто убираете, потому что, в принципе, есть же нормальные, это абсолютно, вот даже в вашем окружении есть, да. Ты сейчас такая мне скажешь: паж пентаклей повешены, все вокруг пажики. Слушай, моя дорогая, но если у себя внутреннее ощущение, что я обиженный ребенок, кто к тебе будет притягиваться? Ну, такие же дети. А что ты хотела? Вот просто, если к тебе пажики притягиваются, посмотри, где ты сама пажик. Вот и все.
Все, поговорила, да, относительно вашего груза прошлого. С вами была я, ваша нейроведьма. Thank you.